Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, сегодня второй день нового игрового режима. Коротко расскажу и объясню, что и как здесь нужно делать. Итак, тут есть три основных задания. Первое – это выполнить запрос. Второе – создание серверного чуда. Ну и третье – убить боевого зверя. В первом задании запросы каждый день одинаковые. Их всего 6, 4 простых, ну и 2 сложных. Итак, давайте по порядку по запросам. Первый – это потратить выносливость. За каждые 120 выносливости вам засчитывает один запрос. В общем, можно 15 раз потратить по 120 выносливости, и это будет равняться 1800 выносливости ежедневно. Естественно, все не будут делать каждый день по 1800 выносливости, потому что это очень много. Поэтому делайте столько, сколько вы можете. Итак, запрос второй. Участвовать в 3 стягах на монстра. Тут ничего сложного. Третий запрос — это 5 побед на арене. Четвертый — это 20 раз помолиться. В учет идут и обычные молитвы за золото. Я это уже проверял на стриме. Ну и последних 2 запроса сложных, за которые вы получаете улучшенные монеты. Это выполнить желание в фонтане желаний, фонтан для легендарных героев. И последнее задание — просто купить базовые кристаллы. За каждые 100 вы получаете 1 монету. Как вы видите, сложные задания не имеют ограничений, то есть вы можете их делать сколько вам хочется. Итак, после прохождения всех запросов мы переходим ко второму основному заданию, где нужно будет просто пожертвовать все свои очки. Да, именно все очки нужно будет жертвовать, не нужно их держать у себя, а не для того, чтобы их жертвовать. Основные монеты 100 очков, средние дают 500 очков, ну и улучшенные 1000 очков. Далее переходим в награды за создание. Тут у нас, я бы сказал, есть еще один пропуск мага, который можно будет улучшить. Неизвестна его цена, но подарки вроде неплохие. Мне вот нравится, как будет выглядеть чат после покупки улучшения. Но, увы, мы не можем его купить, и также мы не видим цену, потому что выдает ошибку. Далее расскажу, куда нужно будет тратить эти монеты из улучшения. Как вы видите, их очень много. И переходим к третьему заданию, это убить боевого зверя. Тут ничего сложного, просто ставлю на x2 и автобой, и легко убиваю Ариэль. После убийства Ариэль мы получаем фрагменты для улучшения наших отрядов. Итак, нужно убить 3 раза Ариэль, ведь после каждого убийства вы получаете монеты. Конечно же, это я все перемотаю, чтобы не тратить наше с вами время. Итак, я убил 3 раза Ариэль. Для того, чтобы убить Кербера, нужен 2-й уровень. Как вы видите, наш сервер не достиг 2-го уровня. Сейчас у нас 1,5 миллиона очков, а нужно 2 миллиона 800. Боюсь представить, сколько будет стоить очков для 4-го уровня, чтобы открыть босса Лилит. Мне кажется, это будет практически невозможно. Но чем больше атак на боссов, тем больше очков для фрагментов улучшения отряда. Поэтому более активный сервер будет более сильнее. Логично, ведь тут не поспоришь. И переходим к отрядам. Всего есть 5 отрядов. Я их уже настроил в первый день на стриме, кто был, мог это увидеть. Подробнее остановлюсь на фрагментах. Тут есть инструкция, кому интересно, может перейти на 901 либо 902 сервер и прочитать ее. Ну, либо просто поставить видео на паузу и прочитать тут. Есть 4 разных фрагмента по качеству. Это редкая, эпическая, легендарная, ну и героическая. Самое главное, каждый фрагмент соответствует тому или иному классу героев. То есть, если вам выпал фрагмент танков, то не нужно его ставить в отряд, где у вас нет танков. Тут нужно будет для каждого отряда отдельно выбрать фрагменты так, чтобы подходили вашему классу героев в этом отряде. Например, второго отряда я сейчас вам покажу. Как видите, тут у меня
3 стрелка и 2 суппорта. То есть мне нужны фрагменты, которые усиливают стрелков и суппортов. Все остальные фрагменты мне не интересны. Переходим в обмен и покупаем по одному фрагменту из каждого слота. Далее я выберу самые подходящие для моего отряда. Итак, я установил все фрагменты для второго отряда. В общем, тут снова без удачи не обойтись, ведь нужно будет установить на третий, четвертый и пятый отряд также. Тут вроде все понятно, смотрим на отряд и исходя из отряда пытаемся установить наилучшие фрагменты. И чуть не забыл, лишние фрагменты можно просто растворить, более редкие стоят более дороже для растворения. Но это лучше делать в самый последний момент, когда вы уже установите все свои фрагменты на всех отрядах. После этого можно будет просто растворить лишние и попытать удачу, чтобы получить более редкие фрагменты. Ну и самое интересное — это подарки. За личное вознаграждение мы получаем такие подарки. Награды завоевания, как вы видите, тут есть также красные флажки, которые очень дорогие, которые всем нужны. Ну и награда завершения, тут также есть красные флаги. И перейдем к наградам рейтинга. Как вы видите, топ-200 получают 3 красных флага души зверя, топ-100 получают 5, ну и так далее. Ну и повторюсь еще раз, если вы хотите прочитать все общие правила, то ставьте видео на паузу, читайте здесь, либо переходите просто на сервер 901 и 902. Вроде все объяснил, в 2 словах подытожим. Проходим все задания в запросах, после жертвуем очки, убиваем боевого зверя, ну и снаряжаем свои отряды для войны и ждем этап подготовительной фазы. Кому ролик был полезен, ставим лайк и, конечно же, подписываемся на канал, и всем пока-пока.